Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». У нас сегодня особый, необычный выпуск на двох язиках – на русском і українською мовою. В першому коментарі під відео буде час початку відео російською мовою. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру та добра всім вам, наші глядачі. І обов'язково бажаємо гарного, багатого врожаю в садах. Бо саме цій темі багатого врожаю у саду, ми присвячуємо наше сьогоднішнє відео. По відео ви, мабуть, вже зрозуміли і здогадалися, що ми будемо розказувати про смачні, яскраві, соковиті груші. Про дерева груш та їх плоди у нас в останній час є багато питань в коментарях та в пошті. Початківці-садівники пишуть, що висаджують саджанці груш і повністю по всім правилам вирощування за технологією все виконують. Але саджанець дуже повільно росте, має гарне зелене листя, та на деревцях не формуються плоди груш. Хтось після 5-7 років вирощування груші вже збирається зрубати дерево та викинути його на смітник або відправити на дрова. Чого не вистачає груші, щоб вона весною одягла ніжно-біле плаття з запашних білих квіток, а потім і подарувала плоди, пишуть нам початківці-садівники. А тож, давайте розбиратися з цією проблемою. Для цього наведу приклад з особистого життя. Це історія з мого дитинства. Мої батьки посадили біля будинку одне дерево груші. Були у нас і яблуні, і вишні, черешня, сливи. А от з груш посадили одне. Гарний саджанець дуже повільно ріс, радуючи нас кожен рік гарним кольором зеленого листя. На 7-й рік восени батько взяв сокиру і направився до груші, щоб її зрубати. Що ж вона не дає плодів? Та в цей час прийшов до нас мій хрещений батько Борис Резніченко. Він запитав, що збирається робити кум з сокирою. Батько пояснив, що хоче зрубати грушу, яка вже 7-й рік не квітне та не формує плодів. Мій хрещений заспокоїв свого кума, мого батька, та попросив сокиру заховати подалі від груші. Він сказав тоді: купи ще одне або 2 дерева груші та посади їх на відстані від цього дерева не більше 10 метрів. Можливо, трошечки більше, але вони повинні бути в одному районі. А через декілька років він сказав, що прийде до нас спеціальним візитом. Прийде не просто з спеціальним таким візитом, а прийде з перевіркою. Батько уважно послухав кума, який, до речі, був професійним агрономом, гарним спеціалістом в садівництві та виноградарстві. Він працював агрономом в місцевому колгоспі, який завжди був передовим по врожаям в садку та на винограднику і по іншим сільськогосподарським культурам. Батьки спочатку купили 1 саджанець груші, потім ще 1 і посадили їх. Це було восени, встигли все зробити вчасно. А через 2-3 роки всі дерева весною були в квітках. Маленькі дерева мало квіток було, а ця груша, яку збиралися зрубати, просто була вся в квітках. Старенька груша в тому році гарним врожаєм порадувала нас. А які смачні були груші! Солодкі, і такі медові, і ароматні, духмяні. І їх так було багато. Хрещений восени прийшов до нас
зі спеціальним візитом, як і обіцяв, з перевіркою. Тоді було дуже гарне застілля і з Магаричем без цього куди ж. Ось тоді я і почула від хрещеного, що груша одна може рости, але плодів на ній не діждешся. Він так тоді сказав: розумієш, куме, груша не любить жити самотньо. Їй треба веселе товариство. А якщо серйозно, то грушам необхідне перехресне запилення. Тому потрібно висаджувати по 2-3 дерева груш і бажано різних сортів. Ця історія з грушами у батьківського будинку закарбувалась у моїй пам'яті назавжди. Тому біля свого будинку ми в садочку спочатку посадили 2 саджанці груш, потім ще 3. А 2 роки тому восени купили ще 1 саджанець колоноподібної груші з гарною назвою медова. Весною на маленькому деревці вже було декілька квіток, але ці квітки я обірвала. В перший рік необхідно наростити саджанцю гарну кореневу систему. А вже в цьому році ми дозволили медовій грушці порадувати врожаєм першим. Залишили весною на грушці 3 квітки. І всі 3 квітки подарували плоди. Тепер розуміємо, що необхідно було залишити всього 2 квітки, а можливо і 1, бо дерево виростило 2 великі груші, 2 плоди таких великих і 1 меншу. За весь час вирощування груш в нашому садку тільки 1 деревце загинуло після сильного граду. В садку всі дерева груш ростуть на відстані до 10 метрів одне від одного. Під час цвітіння здійснюється перехресне опилення. І тому кожна рослина нашого саду радує сім'ю гарним врожаєм груш. Тому прошу всіх вас, садівники, початківці, не вирубуйте одинокі груші в саду. Купіть самотньому дереву ще 1, 2 деревця, саджанці груш різних сортів з різними термінами дозрівання. Та посадіть їх на відстані до 10, максимум до 15 метрів один від одного. І тоді завжди будете з врожаєм соковитих, вітамінних, духмяних. Отже, сьогодні ми вам відповіли на запитання про самотні груші. І сказали вам, і доказали, що необхідно не тільки 1 грушу садити в саду, а декілька. І щоб було в різні терміни дозрівання плодів, щоб можна якомога більше часу насолоджуватися плодами дуже смачних груш. Маємо надію, що це відео було корисним для вас, а його підготували, як завжди, автори каналу Раїса Гаріченко і Олександр Волік. Ми від всього серця зичимо вам щастя та здоров'я. Хай ваші садові рослини радують вас багатими врожаями. І над всіма садами нашої чарівної планети Землі завжди буде сонячне, мирне небо. Прощаємося з вами всього-навсього до наступної зустрічі в новому видео на нашему канале. А теперь еще один вариант нашего видео на русском языке, как и обещали. Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам, богатых урожаев в ваших садах. Именно урожаю мы и посвящаем сегодняшнее видео. Из кадра видео вы уже, наверное, догадались, что речь пойдет о грушах, которые одаривают нас особым, неповторимым лакомством, сочными, такими ароматными плодами груш. Читая ваши комментарии буквально где-то в
в последнюю неделю, а также получая вопросы в свою почту о грушах, я понимаю, что у многих начинающих садоводов и огородников проявляется одна и та же проблема. После посадки саженца груши по несколько лет растут, принимаются и даже неплохо, у кого-то хуже, у кого-то лучше растут. Но дерево не плодоносит, нет ни одного плода. И посадку по всем правилам проводили, и уход тщательный, строго по технологии. Дерево у одного слабо растет, у другого чуть лучше, радует своими зелеными листиками, но плодов все нету. И вот кто-то грозится груши срезать или вырубить ее, а кто-то ищет ответ, чего же груше еще надо, чтобы она весной одела нежно-белое платье из душистых таких белых цветов, а потом начала формировать плоды. Точно такая ситуация, история в моем детстве произошла с моими родителями. Я очень хорошо запомнила эту историю, и это было много-много лет назад. Помню, как папа посадил грушу, очень хорошее солнечное место было выбрано, грунт для посадки использовался плодородный, но все по технологии, очень хорошо все было сделано. Саженец принялся и даже каждый год прибавлял в росте. На 7-й год папа очень рассердился и заявил дерево открыто, что будет его рубить под корень. И это все от того, что кроме зеленых красивых листьев на груше ничего никогда не появлялось. К счастью, видимо, так вот должно было быть. К счастью, в это время шел по улице мой крестный Борис Грязниченко. А он был профессиональный агроном, действительно настоящий агроном. И по профессии, и диплом агронома, и по призванию. И он отвечал в местном колхозе за садоводство и виноградарство. Сады, конечно, и виноградники были великолепные. Под его руководством выращивались огромные, большие урожаи, было передовое хозяйство. И вот он как раз шел в этот период и услышал от папы возмущение. Увидев в руках топор, конечно же, мой крестный остановил своего кума. «Не руби грушу», — сказал он, — «а купи еще один саженец и посади его недалеко от этой груши. А через пару лет посмотрим вместе результат, и должен быть за это Магарыч». Папа оставил топор, кумовья встречаются, и, естественно, интересные разговоры. Я слышала от него интересные рассказы о том, как прививают деревья. Потом они с папой тоже прививки делали, и очень хорошие результаты были. После этого разговора, как раз это было осенью уже, да, не было урожая, и осенью листопад был, и вот решил он тогда рубить, мой папа, эту грушу. И они сумели купить еще один саженец груши и посадили ее где-то в 10 метрах от этого дерева, как советовал мой крестный. Затем они еще один саженец груши купили весной. Это были разные осенние сорта. И действительно, через пару лет все 3 дерева весной зацвели. Молодые деревца имели небольшое количество цветов, а наша уже старая груша, потому что она 7 лет не давала никакого результата. Вот на 7-й год ее пытались уже срубить. И вот это еще прошло время, уже 9-й, 10-й год, и вот эта старая груша стояла вся в белом цвету. Пчелы гудели, аромат такой стоял. Естественно, урожай был огромный, груши были загляденье, очень красивые. И они оказались еще ко всему очень-очень вкусными. И те 2 груши, новенькие, с каждым годом все больше и больше дарили нашей семье плодов. То есть уже 3
две молоденькие, и вот эта старая груша прекрасно радовали нас всегда плодами. Естественно, два кума в первый год созревания урожая, именно на той груше, которую собирались рубить, которая чуть-чуть не попала под топор, пили кумовья Магарыч и лакомились, кстати, медовыми грушами. Вот тогда я услышала от крестного объяснение феномена двух-трех груш. Одна груша может расти, но плодов на ней не дождешься, объяснял он тогда папе. Скучно ведь ей, чисто по-человечески, говорил крестный. Поэтому нужно минимум 2, а лучше 3 и больше деревьев груш недалеко друг от друга высадить. Так веселее деревьям. А дружное сообщество нужно грушам из-за того, что нужно для груш перекрестное опыление. Вот так просто он это все объяснил. Эта информация из моего детства вписалась в мою память, и когда мы уже самостоятельно стали обустраивать свой сад, то купили сначала 2 саженца груш, а потом еще 3. Одно дерево погибло после сильного градобоя. Ему как-то не повезло, от него почти ничего не осталось. Остальные растут до сих пор и плодоносят в саду. А 2 года назад, осенью, купили еще один саженец колоновидной груши с названием «Медовая». Раньше мы покупали, названия не было, груши и груши. Вот это колоновидное деревцо посадили осенью, а весной уже первые цветочки были на саженце. Но цветочки нужно было удалить, и я это сделала, потому что это был первый год. Это совсем маленькая была груша. Уже в этом году, на 2-й год его жизни весной, саженец снова был в цвету. А оставили всего 3 цветка и получили в результате 3 плода. 2 крупных, 1 поменьше. Надо было даже 2 оставить, но уже так получилось. И мы уже попробовали, какая же вкусная эта груша. Но настоящая действительно соответствует названию медовая, сочная, очень вкусная. Все наши груши посажены недалеко друг от друга, где-то в пределах 10 метров, не более друг от друга. Ну а колоновидные вообще рядышком друг с дружкой. Так уж получилось, что 3 груши вообще рядом живут и плодоносят. Во время цветения они, естественно, опыляются. Над этим трудятся также пчелы, дикие пчелы, шмели и всякие другие мелкие насекомые жужжат, летят, ползут, и вот это все опыляет. Ну и друг дружку опыляют они, естественно, и дружно им, конечно, нравится в сообществе трудиться. И они трудятся во благо нашего урожая. Все наши груши находятся недалеко друг от друга. Я помню вот этот рассказ, что нужно сообщество. Груши не любят одиночество. Ни в коем случае одиночество не даст результатов. И во время цветения здесь же они, естественно, опыляются. Пчелы, а также дикие пчелы, которых у нас очень много появилось в последнее время, шмели, трудятся на благо нашего урожая в саду, собирая пыльцу и опыляя, естественно, цветочки деревьев. Поэтому прошу вас, не рубите одинокие груши, а купите им родственников других сортов. И всегда будете с богатым урожаем вкусных плодов груш. А лучше изначально покупайте по 2-3 саженца груш и разные сорта, чтобы в разные периоды иметь плоды, и высаживайте их недалеко друг от друга на расстоянии от 5 до 15 метров. Ну что ж, мы ответили на ваши вопросы по выращиванию груш в саду. Надеемся, что наше видео было полезным для вас. Ну а видео, как всегда, подготовили авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик. Мы желаем вам здравия, здравия вашим родным,
а также здоровья вашим деревьям в садах и богатого урожая плодов и ягод. А теперь мы прощаемся с вами. Всего-навсего до следующего видео на нашем канале. Пока-пока!